Привет, друзья! Мы в городе Сумы. Хотел вам показать центральный парк города Сум. Но прежде чем его показывать, я хочу показать что-то хорошее. Я хочу показать эти фонтаны, эту лужайку. Это недавно обновили. Тут действительно все очень красиво, просто замечательно. Мне очень нравится. Поэтому давайте начнем с этой красоты и затем пойдем в парк. Итак, мы находимся перед входом в парк. В советское время он назывался Центральный парк культуры и отдыха. С 2004 года был установлен памятник советскому асу, трижды Герою Советского Союза Ивану Кожедубу, и парк получил его имя. Памятник просто замечательный, мне очень понравился. Интересно, что его поставили уже после распада Советского Союза. Еще хотел сказать, что сам парк появился в 1908 году, и тогда он назывался Парк Лещинских. Ну а пока мы не вошли в парк, я хочу показать Харьковский мост, который идет через реку Псел к этому парку. Давайте пройдемся и посмотрим. Такой вот мост в Сумах. Покрасили его активисты. Сразу все трещины и ямы начали зарастать после такой покраски. Это тоже начало все. Ну, в общем, покрасили и как-то сразу стало лучше. Ну, ямочки то такое. Главное, что покрашен. Вот такие замечательные цвета. Ну, немножко неровно. Это детали. Чуть-чуть асфальт упал. Но когда такой красивый мост, это тоже не важно. Замки даже покрасили. Я не фахівець в будівельних цих малярських справах, тому мені друзі сказали, що буде краще перефарбувати вже на готовий чорний червоним. Накрашу, я забуду, щоб ту ніяк це мені прийшли. Молодцы. Очень красиво все. Просто замечательно. Какой красивый мост. Я уверен, даже туристы сюда приезжают специально полюбоваться этим прекрасным мостом. Да. Сумы, у вас просто чудесный мост. Да, замки даже покрасили. Я хренею. Кстати, он был желто-голубым, вот стал черно-красным. Я боюсь представить, какой будет следующий вариант. Может, в виде радуги? В общем, такой вот мост в Сумах. Ну и конец, естественно, еще в виде флага. Очень красиво. Ну и герб. Очень красиво, патриотично очень. Красота просто. А вот, кстати, как называется этот Харьковский мост. Так, это парк Лещинских. Чуть скривилось. Оно, наверное, увидело этот мост харьковский. И это вот, видать, повлияло. Дереву стало плохо. Дереву стало плохо. Так, это памятник Чехову у нас. Кто-то цветочки положил. Да, кто-то положил цветочки Чехову. Что, идем? Такой столб. Немножко разбитый. Ну, хоть не перекрасили. Ну, не покрасили, спасибо и на том. Тоже все разбито. Эти фонари, я помню, с советских времен еще. В общем, как стекла поразбивали, так их и не меняли. Ну, там тоже стекло, фонарный столб тоже разбито. И потом решили... Тоже вот фонарный столб, без фонаря, без стекол, без ничего. То же самое. Кривая урна, разбитый фонарь. Все по фэншую, нормально. И странное дерево. Очень странное дерево. Красота. Грибочки. Вот здесь на входе в парк гигантский стадион. В советское время его не было, его построили позже. Вот если честно, он настолько не вписывается вот в это место, что вот просто капец. Ну уж как есть. Тут раньше было озеро. Вот такой мостик через это озеро. Раньше озеро было большим, чистым. В нем были утки, лебеди. Вот всегда были утки и лебеди. Пока не построили вот это вот.
Вот это все. Ну, ладно, уже построили, так построили, но хоть бы порядок бы озеро привели. И теперь озеро вот выглядит следующим образом. Очень красивое. Просто сказка. Вот. Хотя раньше, в советское время, здесь плавали лебеди и уточки. Было очень красиво когда-то здесь. Тут мостик шел, и ты идешь как будто в сказку. Вот там был такой островок. Всегда эти лебеди. Но вот утку одну я вижу. Всегда они выходили туда. Все было так очень красиво вокруг. От прежнего ничего не осталось. Камни специально где-то насыпали. Сейчас там бутылки валяются. В общем, выглядит заброшено. Плохо. Ну, хоть покрасили эти поручни. Но, я же говорю, оно туда дальше шло. Пока не построили. Ну, тут был раньше стадион, но не такой огромный. Вот они обрезали часть озера. И получилось вот... Получилось так, как получилось. Вход в сказочный парк превратился просто какой-то кошмар. Не было. Да, площадку, кстати, недавно построили, потому что раньше ее здесь не было. Тут были раньше веселые горки, аттракцион, потом его не стало. Сейчас на месте аттракциона построили такую детскую площадку. Кстати, красивая. Да. Ну вот это решили не срушить. Ну это, да, это еще, помню, маленьким я на нем лазил. А Сейчас что она это такое, вообще такое? ну как крепость такая, лазишь просто по нему. Нормально отлично. А, сейчас эта штука еще больше. Крепость напоминает. Крепость, которую, такое чувство, бомбили. Или обстреливали. Не иначе как. Не, ну в детстве я лазил, мне нравилось. На самый верх залазил. Было по-своему прикольно. Сейчас, наверное, никто уже здесь, конечно, не лазит на этой штуковине. И не уверен, что это вполне безопасно. Ну, площадка хорошая. Ну, площадка радует. Это, конечно, факт. Красиво. Так, это вот я с детства помню. Фигуры богатырей. Те же самые аттракционы, вот этот вот, машинки. Ну, все то же самое, что в моем детстве было. Ну, такое заросшее все. Не покрашенные. Богатырей вроде покрасили. Еще какая-то там площадка. Вот богатыря есть, по-моему, глаза светились, кажись. Ну, сейчас цена уже нет. 3 богатыря. Да, такое немножко разбитенькое, заросшенькое. Ну, площадки не было тогда, это я помню. Что тут еще у нас? Еще богатырь. Площадка непонятно. Что, зачем? Там есть рядышком площадка получше. Еще статуи. Ну, более-менее еще вроде в состоянии. Ну, вот эти все аттракционы, еще вот это машинки, вот эти вот солнышко, каруселька для маленьких. Это все было в моем детстве. Потом вот эта орбита. Так, пока идем, пара слов об истории парка. Итак, я уже сказал, что парк был основан в 908 году семьей Лещинских. Им также можно выразить признательность за то, что в городе есть знаменитая альтанка. На том самом месте пытались найти нефть, с нефтью не получились, поэтому поставили такую красивую беседочку. Изначально это была часть парка, но теперь это такое отдельное красивое место. Тогда в парке росли декоративные деревья, была площадка для танцев и был летний оркестр. А то, как сейчас выглядит, мы посмотрим. Все было в моем детстве. Да, это были когда-то кассы. Ну, вот орбита тоже еще советская. Вообще, если честно, вот смотришь на эти аттракционы,
Сколько с чем-то лет, ему уже, наверное, лет по 40, насколько оно все безопасно. А вот там дискотеки были, вот эта танцплощадка. Помню, подростком был, там дискотеки были всегда у нас. Вот это вот резиновые не было, конечно, штуки, а вот это все было. Все вот эти вот маленькие аттракциончики. Давай, вот это я тоже помню с детства было. Тоже вот этот пароходик, аттракциончик. Тоже это еще, я маленьким был, он уже был, я на нем катался совсем маленьким. Вот я же говорю, ничего не изменилось. Собственно говоря, ничего нового, кроме детской площадки. А разве что Микки Мауса нарисовали. Вот Микки Мауса не было, а так это все было. Ну, Микки Мауса лучше бы не рисовали. Там были кривые зеркала. Еще серьезно, они до сих пор есть. Зеркала. Кто-то туда ходит еще? Я не знаю, может это кафе сейчас называется, кривые зеркала. Да, вот кафешка. Она тоже в детстве еще у меня была. По-моему, вывески решили не менять. Да не, меняли. Вывески такие. Не с того времени. Я очень хочу снять. Мы не заходим, но мы... Если будет гроза, то нам разрешат спрятаться в кривых зеркалах за 10 гривен. Ну чё, мы заплатим тогда за кривые зеркала. 30 гривен за кривые зеркала. Хотите, смотрите. Хотите, не смотрите. Так, это у нас танцплощадка моего детства. Интересно, она работает сейчас? Или... Да нет. Думаешь, не работает? Ну, мне тоже так кажется. Это вот Тем более сейчас никто не хочет. колесо обозрения. Тоже еще то старое советское. Думаю, тоже не работает. Ну, наверное, может на праздник. Не, ну на празднике работает. Думаешь? Да, думаю, да. Я в детстве на нем катался. Но сейчас ничего не работает. Будний день, поэтому ничего не работает. Так, Ну, вот это вот. Непонятно. ну я даже не знаю, что... Ну, что-то там... В советское время что-то там было, но я уже... А сейчас это похоже просто на склад. Ну, походу, это просто склад. Ну, я же говорю, это просто склад. А молния Матвин большой и метр. Вот здесь раньше были прекрасный аттракцион в виде лодочек. Кажется, здесь. Вообще, я точно уже не помню, но где-то здесь, но его больше нету. Там стоит заброшенный кинотеатр. Должен признаться, что когда я подростком был, я туда залазил, он уже тогда, это 90-е годы, он уже был заброшен, тогда мы залазили туда внутрь. Через какое-то окно мы залазили. А там прикольно? Нет. Там было все уже разбито, раскурочено. Мы туда что-то залазили. Ну, пацаны, 90-е годы, ну, делать нечего, мозгов еще нету. Я бы сама с вами полазила. Прекрасно. В общем, аренда. Ну, как вариант, как вариант. Ну и, блин, конечно, вот этого не было, вот этого раньше. А вот это... Ну, он работал, в советское время он работал, фильмы на нем показывали. Сейчас-то, конечно, уже это никому не нужно. И какой-то туалет уж стрёмный. Вот Горького были, там, конечно... А тут еще и вот такой туалет. Бывает и такое. Не, ну туалет, конечно, просто огонь. Вот это женский, походу, а вот то мужской. А это, если вам не понравилось, то добро пожаловать в этот зелененький. И оно явно такое все. Не очинское. Зайди туда. Не хочу я туда заходить. Все, мы поняли. Вот этот не рабочий. А вот этот добро пожаловать. А это что за природный катаклизм тут произошел? Все ели мертвые. Реально? А что это могло быть? Реально, я такое первый раз вижу. Все аллеи елей, все мертвые. Как? Просто как? Я не знаю. Если честно, я такое впервые вижу. И причем вот чисто ели. Да. Какая-то жесть просто. Не знаю, что тут произошло. Ужасно. Конечно, деревья очень жалко. Так как приближается гроза, у нас появилось два варианта, тоже ели мертвые, как спрятаться от грозы. Первый в кривых зеркалах за 30 гривен, с десятки по каждому. Второй в этой зеленой будочке.
Ну, наверное, лучше за зеркала. Что-то как-то 30 не греет. в водочку заходить ни по какому поводу не хочется. Вот который раз удивляюсь, что Украина это Советский Союз. Только чуть модернизированный, совсем чуть-чуть. И очень обветшалый Советский Союз. Вообще, если открыть интернет, то об этом парке очень много положительных отзывов, также много статей, где пишется, что горожане очень любят и восхищены этим парком. Это правда? Особо детей в парке мы не видели. То ли потому, что сегодня вторник, то ли просто их там нету вообще. А здесь дети есть. Так. Летняя эстрада. Кажется, летняя эстрада. Я вот уже, если честно, не помню. По-моему, это летняя эстрада. И вот раньше это был клуб юных авиаторов. Сейчас я не знаю, что это такое. Но раньше, в детстве моем, это был клуб юных авиаторов. Вот тут была парашютная вышка. Наверное, она уже не работает. Ну, тогда работала. А там стоял ряд самолетов. Сейчас вижу только один и очень сильно раскуроченный. Больше ничего. Не знаю. Такое чувство, ничего не осталось здесь уже. Это выход с другой стороны парка. Самые настоящие джунгли. С учетом того, что освещения в парке нет, я бы не рекомендовал бы здесь гулять вечером. Стремно даже, наверное, если ты мужик. Если женщина, просто вообще стрёмно. Короче, не знаю. Ну, как будто вообще тут какое-то захолустье. Ну, захолустье. Бейсбольная площадка. Вот она явно рабочая, потому что травка пострижена. А это выход из парка, там, где находится стадион. Просто пройдемся по этим ступенечкам. Ну, такое себе. Же как захолустье какое-то. Пусть это видео закончится на хорошей ноте, на фоне этих прекрасных фонтанов. Если вам понравилось, ставьте лайк, друзья. И до скорых встреч. Пока.